Всем панкейк! Знаете ли вы, что изначально в состав кетчупа вообще не входили томаты? Не выдумывайте, скажете вы. А вот и да. Кетчупом называлась смесь специй в китайском рецепте соуса из маринованной рыбы. Когда британцы в 18 веке добрались до тех земель, они переняли такой экзотический соус, но внесли в него некоторые изменения. И нет, они не добавили томаты. Их версия кетчупа состояла из грибов, грецких орехов и мидий. Томатным этот соус сделали в тогдашней колонии Великобритании, которая в итоге стала именоваться США. Как вам такое? Как думаете, получится удивить им друзей? В сегодняшнем видео мы собрали для вас факты, о которых не рассказывают на уроках истории, а насчет некоторых учебники даже вводят в заблуждение. И один из таких фактов – это, несомненно, рост Наполеона Бонапарта. Об этом рассказывают анекдоты, некоторые называют низкий рост причиной его амбиций, даже комплекс по поводу низкого роста назвали в честь Наполеона. Но так ли все было на самом деле? На самом деле Наполеон не был низким. Сохранились записи врачей с его посмертным обследованием, и записи эти говорят нам, что ростом Наполеон был выше среднего своего современника. Откуда пошла ошибка? Скорее всего, дело в разнице между французским и британским футами. Рост Наполеона во французской системе измерения 5 футов и 2 дюйма, но французский фут длиннее британского. Британцы же, увидев цифры, не сильно разбирались, а просто искали причину высмеять врага. И нашли ее в росте. Карикатуры и памфлеты, вся сила искусства и газет была направлена на унижение опасного неприятеля. Да, рост в 1 метр 70 сантиметров нельзя назвать очень высоким, мир видел более рослых правителей, но таким уж коротконогим, как его изображают в поп-культуре, Наполеон не был. Ученые предполагают, что прозвище «маленький капрал» прилипло к Наполеону из-за того, что он выглядел моложе своих лет и просто не казался современником высоким. Возможно, вы слышали об этом на уроках по Древней Греции, возможно, видели в фильмах или читали где-то эти ужасные истории о том, как спартанцы сбрасывали со скалы слабых младенцев. Было такое? А вот и нет. Современные исследователи добрались до ущельев, которые якобы скидывали болезных младенцев, не способных к суровой спартанской жизни. Ученые исследовали останки, и выяснилось, что большая их часть принадлежала мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Так откуда взялось это заблуждение? Скорее всего, дело в том, что долгое время единственным источником знаний о бытии и законах спартанцев были истории, рассказанные гражданами Афин, их злейшими врагами и прямыми соперниками за господство на полуострове. И еще потопчемся по историческим стереотипам. Долгое время викингов представляли как воинов-дикарей, как северных захватчиков в шлемах с рогами. Но так ли все было на самом деле? Да, викинги устраивали вооруженные набеги и были яростными воинами, но также они были исследователями, первооткрывателями и торговцами. Существует свидетельство, что викинги в своих экспедициях добирались до берегов Северной Америки задолго до различных именитых европейцев. Викинги были и рыболовами, и занимались сельским хозяйством. Со временем похолодание в Европе, о котором мы еще расскажем подробнее, привело к тому, что выращивать зерно стало труднее, и они начали вести более оседлый образ жизни. А вот рогатые шлемы выдумали последователи романтизма в XIX веке. Настоящие шлемы викингов были без них. И раз уж мы заговорили о средневековом европейском климате, готовы поспорить, что для большинства ледниковые периоды — это что-то про мамонтов и саблезубых тигров. Скажем спасибо киностудии Blue Sky. Менее известный факт, что малый ледниковый период зафиксировали в промежутке между 1300 и 1850 годами. И этот ледниковый период был не менее важным. Почти 500 лет низких температур, которое сказалось на огромном количестве сфер жизни тогдашних людей. В первую очередь, конечно, земледелие, ведь традиционные методики выращивания овощей, злаковых и фруктов уже не справлялись. Это привело к голоду и к политической нестабильности, которая в свою очередь привела к формированию стран в более или менее знакомом для нас виде. Также малый ледниковый период имел влияние на изобразительное искусство с его зимними пейзажами и картинами замерзшей Темзы. Или, например, похолодание сказалось на сокращении присутствия викингов в Гренландии, ведь в таком холоде невозможно вести сельскохозяйственные работы.
И раз уж мы упомянули мамонтов, знаете, о чем редко задумываются школьники во время изучения учебников по истории? О том, что многие события, рассказанные в них, происходили в одно время. Например, если бы мамонты обитали на берегах Нила, то они бы спокойно могли застать строительство самых известных из всех пирамид – египетские пирамиды Гизы. Математика проста. Пирамиды приняли свой достройный образ где-то между 2600 и 2300 годами до нашей эры, а появившийся 300 тысяч лет назад шерстистые мамонты окончательно вымерли где-то в 2000-х годах до нашей эры. Можно сказать, что у них было много времени добраться до пирамид и полюбоваться на них. Но самой южной точкой миграции шерстистых мамонтов на данный момент считается Испания. Но если бы мамонты могли добраться, то обязательно бы увидели величественные строения. И раз уж мы заговорили о строительстве пирамид, таким же математическим путем простых подсчетов мы можем выяснить кое-что интересное. Например, известная египетская царица Клеопатра жила и творила свои интриги с 69 по 30 годы до нашей эры. Как мы уже выяснили, самые известные пирамиды Древнего Египта были построены в период с 2600 по 2300 годы до нашей эры, то есть между пирамидами и царицей Клеопатрой по самым грубым подсчетам более 2200 лет. В то время как Нил Армстронг и Эвин Олдрин совершили высадку на Луну в 1969 году, что в хронологии исторических событий делает Клеопатру лет на 200 ближе к высадке на Луну, чем к строительству пирамид. И раз уж на то пошло, давайте расставим все точки над «и». Клеопатра не была египтянкой. Да, та самая Клеопатра VII, последняя реально правящая царица Птолемеевского Египта, часто изображается в поп-культуре и искусстве как экзотическая восточная красавица. Но на самом деле Клеопатра не имела египетских корней, а была потомком Птолемея, одного из военачальников Александра Македонского, который получил Египет в свое правление после смерти царя. И хоть этнически Клеопатра была скорее гречанкой, чем египтянкой, она была первой из Птолемеев, кто выучил египетский язык и приняла культуру страны. Но отвлечемся от математики, подсчетов и цифр, потому что у нас есть история, которую вы вряд ли слышали в школе. Разве что вы живете в Австралии, ведь все дело происходило именно там. 1932 год. Правительство Австралии в рамках решения проблемы, которая вызывает озабоченность у населения, объявляет операцию по борьбе с эму. Пока фермеры старались и возделывали не всегда плодородную землю Австралии, эму решили, что эта земля подойдет для их жизни и размножения. По свидетельствам фермеров, эти птицы настолько расплодились, что начали разорять посевы, что, конечно, могло привести и к голоду. К операции правительство Австралии привлекло солдат королевской артиллерии, даже настоящего майора назначили ответственным. Но ни с первой, ни со второй попытки вооруженные солдаты не справились с полчищами хоть и не летающих, но юрких птиц, способных очень быстро бегать. Как оказалось, они могли неплохо уворачиваться от пуль и скорее выставлять армию посмешищем. Солдаты использовали пулеметы для отстрела эму. По окончанию операции майор заявил, что всего было убито 986 эму, и на это ушло почти 10 тысяч выстрелов, что поставило под сомнение результативность подобных действий. Фермеры снова обращались с проблемой эму к правительству в 1934, 1943 и 1948 годах, но помня об общественном недовольстве и волне публикаций в СМИ, от применения подобных мер все-таки было решено отказаться. И еще немного об убийствах, точнее об одном, но очень известном. Вы наверняка слышали о том, что Моцарта отравил его конкурент Сальери, из зависти к гению, конечно. Мол, Сальери был не так талантлив и вообще Моцарту все слишком легко давалось, что тот не выдержал и таки отравил выскочку. Но это просто сказка, написанная одним очень известным сказочником. На самом деле у Сальери буквально не было ни одного мотива. Он был успешнее, он занимал уважаемую должность при императорском дворе, среди его учеников что ни имя, то гений, Шуберт, Бетховен, Лист. Завидовать разоренному Моцарту из-за денег тоже резона не было. Так в чем все-таки дело? Пушкин когда-то услышал байку, мол, Сальери, который к тому моменту помутился рассудком и жил в доме для душевнобольных, признался в том, что отравил Моцарта. И пока мы не ушли далеко, суд над Сальери в итоге случился, правда, спустя 172 года после его смерти. В 1997 году в Милане было проведено заседание, целью которого было разобраться, мог ли Сальери убить Моцарта. Суд за неимением мотива Сальери оправдал. Также во время заседания всплыла информация, что врач, который засвидетельствовал смерть Моцарта, в причины записал обычную для того времени болезнь – водянку.
Раз уж мы заговорили про болезни, поговорим про чуму. Нет, ее не выдумали и не завезли инопланетяне. Мы поговорим о совсем другой чуме. 1518 год. Как мы уже выяснили, времена были неспокойные. И вот в эти неспокойные времена, в июле, в городе Страсбурге вдруг вспыхнула настоящая танцевальная лихорадка. Начавшаяся с одной женщины, она очень быстро захватила огромное количество горожан. 400 человек целый месяц не могли сдержать желание танцевать или остановиться. Они танцевали днями и ночами, без перерывов, пока не падали от истощения, а некоторые даже умирали от него. Тогдашние ученые называли причинами божественную кару и такой нетривиальный повод, как вскипание крови. Современные же ученые считают, что это проявление массовой истерии или последствия отравления спорыньей в пшенице, из которой делали хлеб. Хлеб вообще убивает. Либо его недостаток, либо его перебор. Если вам всегда казалось, что невозможно закормить человека насмерть, что это просто страшилки из фильмов ужасов, то сейчас вы сильно удивитесь. 1771 год. Королевством Швеция правит Адольф Фредерик, который решает с размахом отпраздновать завершение Великого Поста. В Швеции этот праздник называется «Жирный четверг». Праздновать было решено пиром, стол ломился от вкусностей. Кабачковый суп с ломтиками говядины, все нежнейшее, будто только родилось. Омары, квашеная капуста с замороженной брусникой, копченая сельдь и никуда без икры. На десерт 14 сдобных булочек и шампанское. Вообще еще до десерта король понял, что наелся, но булочки, да с кремом, да с миндальной пастой. Он не смог отказать себе в этом искушении. И да, он съел их все. Хотя желудок уже сопротивлялся и отдавал резью в животе, наивный король решил, что лучшее лекарство – это послеобеденный сон. Но не сочетающиеся между собой ингредиенты, желудок, отвыкший от жирной пищи за время поста, сделали свое черное дело. А Адольф Фредерик вошел в историю мировых монархов единственным королем, который умер от обжорства. Великая Китайская стена часто связывается с идеей защиты от кочевых племен, захватчиков, монголов. Но, как рассказывают историки, у нее было не только оборонительное назначение. С помощью сооружений, растянутых на многие-многие километры, регулировалась торговля на Великом Шелковом пути. Уже в 221 году до нашей эры ее использовали для контроля въезда и выезда граждан, сбора пошлин с торговцев. Даже охранные башни превратились в таможенные пункты. И раз уж на то пошло, многие наверняка слышали, что Великая Китайская стена чуть ли не единственный рукотворный объект, который видно из космоса. Для начала мы, конечно, отметим, что чисто технически этому может помешать только парочка факторов – расширение камеры и погодные условия. Но очень часто при обсуждении этого факта делается пометка невооруженным глазом, и здесь мы можем сказать, что космонавты НАСА утверждают, это невозможно. И легко понять почему. Дело в том, что при умопомрачительной длине стены ее ширина варьируется от 5 до 8 метров. Просто-напросто стена недостаточно массивная, чтобы просто так увидеть ее из космоса. Кстати, о еще одном великом строении, точнее даже системы строений. Водопровод в Древнем Риме – одно из величайших достижений инженерной мысли того времени. Сложная система акведуков и трубопроводов, вопреки распространенному мнению, не была с нуля придумана римлянами, но была усовершенствована ими при помощи каменных и свинцовых труб. Монументальные строения были созданы людьми для доставки воды на многие километры от источников в римские города и поселения. Только в Рим вело 11 акведуков для снабжения водой общественных бань, фонтанов и частных домов. Но мало привезти воду в город. Рим также был известен одной из первых и, без сомнения, мощной системой канализации под названием Клоака Максима. Вообще, в Древнем Риме были помешаны на обустройстве массовых систем отвода нечистот и очищению тел. Все это, конечно, было сделано для того, чтобы в плотно населенном Риме избежать распространения болезней, часто способных выкосить как минимум все население города. Но на что еще, кроме защиты от болезней, могла повлиять такая система водоснабжения? Начнем с того, что нельзя игнорировать использование свинцовых труб для доставки воды в город. Тогдашние ученые просто не знали о вредных последствиях такого соседства. Свинец отравлял воду, попадал в организм людей и оставался там. Современные исследователи даже предполагают, что это послужило одной из причин последующего упадка империи. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Что ж, надеемся, вы узнали сегодня что-то новое и увлекательное. До новых встреч на канале!